Всем привет! Это видео-ответы на ваши вопросы, которые вы задавали в Instagram. И не будем терять ни минуты, сразу к делу. Один из самых популярных вопросов, которые вы задавали в Instagram, был про кухонные столешницы. Я еще не рассказывала про кухонные столешницы ни в Инстаграме, ни на Ютубе, поэтому считаю, что это прекрасная возможность ознакомиться со списком. Первый, один из самых популярных вариантов материала для кухонной столешницы – это ламинированная столешница на базе ДСП или МДФ, где МДФ будет немножечко дороже, но если вы выбираете между этими двумя вариантами, я бы вам порекомендовала все-таки остановиться на МДФ, потому что он более экологичный. Еще столешницы бывают из натурального дерева, они безумно уютные, создают теплую, приятную атмосферу, но это натуральное дерево, и как бы его ни обрабатывали, минусы такой столешницы очевидны для любой хозяйки. Следующий распространенный вид столешниц – это столешницы из искусственного камня. Они обладают практически всеми преимуществами натурального камня и лишены таких недостатков, как сложность в обработке, высокая цена и большой вес. При этом такую столешницу можно сделать монолитным основанием вместе с раковиной. Чаще всего такие столешницы делают из двух видов материала – это акрил и кварцевый камень. Что лично мне очень нравится в таких столешницах, это что поверхность такой столешницы из искусственного камня всегда прохладная. Это очень приятно. Следующий вид столешниц, которые менее распространены, но все же они существуют, это стеклянные столешницы. Стеклянные столешницы делаются по принципу сэндвича. Это такой многослойный бутерброд. И по смыслу они очень похожи на пуленепробиваемое стекло, поэтому не стоит бояться, что от удара ножа стеклянная столешница расколется. За стеклом вообще очень легко ухаживать, оно не впитывает грязь, запахи, его очень легко чистить. Матовое стекло очень приятно шуршит на ощупь, но что лично мне не очень нравится, то, как стекло звучит, звенит, я бы даже сказала, от прикосновения металлических предметов. Существуют также бетонные столешницы. Вообще бетон – это ультрамодный материал. Бетонные стены, бетонные потолки, бетонные ванны, столешницы, раковины – все это входит в интерьерную моду и очень стремительно. И я уверена, лет через 5 такие бетонные элементы интерьера будут в доме у каждого второго, как сейчас стена под кирпичик. А если вы смотрите это видео в 2022 году, подтвердите в комментариях мое предположение. Еще один сверхмодный тренд – это столешницы из металла. Они могут быть медные, бронзовые или из привычной нержавейки. Чаще всего вы видели такие столешницы в зарубежных фильмах, где показывают кухни различных ресторанов. А в домашнем интерьере такие столешницы смотрятся особенно оригинально. И, наконец, столешницы из натурального камня. Это может быть очень красивый, но капризный мрамор, стойкий и ударопрочный гранит или оникс, который, как правильно говорить, насыщается светом, а по факту он пропускает свет и создает очень солнечное настроение. Если вы хотите узнать подробнее о кухонных столешницах, об их плюсах и минусах, и услышать ответы на самые популярные вопросы, например, такие как «Фонит ли радиацией гранитная столешница?» или «Действительно ли нельзя горячее ставить на мраморную столешницу?» А еще «Почему многие профессиональные повара не ставят на свои домашние кухни металлические столешницы?» И на многие другие вопросы и мифы напишите об этом в комментариях, я сделаю отдельный ролик, посвященный этой теме, где я разберу все подробно и дотошно. Еще один интересный вопрос был о гипсовых 3D-панелях. Гипсовые 3D-панели – это очень интересный и экологичный, что важно, материал. К нему нет вообще никаких претензий. Единственное, что я вам рекомендую, это поставить снизу, сверху или сбоку декоративные источники дополнительного освещения, чтобы они подсвечивали эти гипсовые 3D-панели и подчеркивали их рельеф. Еще один популярный вопрос, который волнует большинство людей, которые
занимаются сейчас планированием или приобретением нового кухонного гарнитура, это можно ли ставить холодильник рядом с духовым шкафом? Ответ простой – да, можно. Современные приборы имеют достаточную теплоизоляцию, поэтому могут быть размещены рядом друг с другом. Еще часто возникает вопрос по поводу размещения холодильника рядом с микроволновой печью. Это тоже возможно, тут абсолютно точно такие же условия, но вам нужно принять во внимание, что у каждого прибора существуют технические требования, которые обязательно будут знать производители и проектировщики вашей кухни, и обязательно их будут учитывать. Интересный вопрос был задан про тренды в интерьере. Что касается цвета, здесь главенствует пюсовый цвет. Это очень сложное смешение серого и розового, серого и фиолетового. Очень сложный, но очень красивый, актуальный оттенок. Что касается материалов, то в моде исключительно натуральные материалы. Это бетон, натуральный камень и металл. Что касается стилистики, то сейчас правят балом минимализм и четкая простроенная геометрия. А еще очень популярна интерпретация классических интерьеров на современный лад. И если это не то, что я перечислила уже, то это эклектичные интерьеры. Они сейчас тоже очень в тренде. Интересный вопрос был задан пользователем под ником 3839, который спрашивал про присоединение лоджии к жилой части квартиры. На 2016-2017 год такое действие юридически является перепланировкой, которую следует согласовывать. Впрочем, очень часто такие вещи не согласовывают по нескольким причинам. Первое. При присоединении лоджии к жилой комнате хозяева зачастую хотят снести подоконный блок, но он часто является несущим элементом, и это нарушает конструкцию дома. Второе. Лоджия или балкон является местом, где жильцы должны укрываться в случае пожара. И третий пункт. При присоединении лоджии к жилой комнате всегда увеличивается объем помещения, которое нужно отопить, что увеличивает нагрузку на теплосеть, с которой она не справляется, потому что она не рассчитана на это. А если рассматривать этот вопрос в контексте того, что в вашем многоквартирном доме каждый третий или второй сосед сделал подобную перепланировку, разумеется, в зимнее время вы вместе с соседями будете мерзнуть. Это основная причина, почему подобные перепланировки зачастую не согласовывают. Один из самых содержательных и конкретных вопросов был вот этот. Я подержу его подольше, чтобы вы успели прочитать, а пока начну медленно на него отвечать. Чтобы разместить такое большое количество гостей за один стол, я рекомендую вам рассмотреть столы круглые, которые раскладываются в овальные. Круглый стол вы сможете использовать в повседневной жизни узким составом семьи, а разложив его в овальный, если длина его будет от 3 метров и больше, туда влезет 15, а в притирочку и 20 человек. Что лучше, диванчики или стулья, мне на удалении сказать сложно, но то, что лавочки без спинок не обеспечивают комфорта, это я вам могу сказать однозначно. Если вы хотите проводить долгие застолья и не хотите, чтобы ваши гости поскорее хотели сбежать из-за стола, вам необходимо обеспечить посадочные места со спинкой. А чтобы вы смогли определить, какой стол, какого размера нужен именно вам, я сейчас размещу здесь шпаргалочку и надеюсь, она будет вам полезна. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам понравился такой формат, поддержите видео лайком внизу и пишите в комментариях свои вопросы. Возможно, именно ваш вопрос попадет в следующее видео с ответами на вопросы. Подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с тем, кому это может быть сейчас актуально. Пока-пока!